Привет, дорогие зрители! Пока я занят рутинной работой по киданию земли лопатой, расскажу вам интересный факт. Фундамент под дом из газобетона весит больше, чем сам дом. Да, средний вес газобетонного блока 60 на 30 на 20 сантиметров в сухом состоянии весит примерно 19 килограмм. Для моего будущего двухэтажного дома вместе с мастерской понадобится примерно 1500 блоков, общий вес которых составит чуть более 28 тонн. А вес куба бетона марки М350, это ту, что я буду заказывать, составляет 2,5 тонны, 1 куб. И на весь фундамент мне понадобится примерно 14 кубов бетона, так как фундамент у меня будет не широкий, 30 сантиметров, под ширину стен. Общий вес бетона составит 35 тонн. Так что можно сказать, что весь дом с крышей, перекрытиями и стенами будет едва ли больше веса фундамента. Тем более, что перекрытия у меня будут из дерева, а не из бетонных плит. Ну, итак, копаем. Копать проще всего в такой последовательности. Копаем на штык лопатой всю длину траншеи. Потом возвращаемся и снова копаем второй в глубину ряд земли на штык. Так копать легко и продуктивно. В начале траншеи выдалбливаем ямку и потом просто лопатой потихоньку отщипываем землю и проходим так целый ряд. Главным помощником в землекопательных работах был мой тесть, благодаря которому работа шла вдвое быстрее. Иногда, правда, дневной сон накрывал его молодой растущий организм, но работе это особо не мешало. Тем более, что работал он за еду. Весь грунт из траншеи кидаем под дом, для того, чтобы потом не пришлось заказывать много песка или чего-либо еще для достижения нужной отметки высоты пола, вместе со всем пирогом пола, с утеплителем, слоем стяжки и слоем с водяным теплым полом, который я планирую устроить. Немножко жалко чистый чернозем закапывать под полом дома, но тратиться на подсыпку уровня пола тоже не сильно хочется. Далее нужно повесить отвесы из любого грузика или гайки, для того, чтобы фундамент был строго вертикальный и не завален в какой-либо бок. После того, как траншея вырыта ниже уровня промерзания грунта, а для моего одесского региона это примерно 70-80 сантиметров, хотя это, честно сказать, давно устаревшие данные, и на сегодняшний день в таблице приведены более реальные показатели максимального промерзания. Ну ладно, выкопаю 70, лучше спать спокойно. Точнее, копаю на 75 примерно сантиметров в глубину и делаю небольшую подсыпку из песка сантиметров на 5, которая нужна в первую очередь для равномерного распределения веса дома на грунт, и утрамбовываю ручным способом. Марку бетона я буду заказывать покрепче, 350-ю, так как чем выше марка, тем меньше она разрушается повышенной влажностью. А также для достижения марочной прочности купил дешевый уплотнитель бетона, который продемонстрирую уже в работе при заливке фундамента с миксера. Во время копания, для того чтобы канатики не мешали, их можно раздвинуть, для того чтобы не цепляться лопатой, потому что траншея для фундамента узкая, и лопата часто цепляется за канатики. Поэтому, когда вы видите, что копать получается ровно, можно их временно убирать. И после выкопанного одного ряда ставить их обратно, для того, чтобы смотреть, не ушли ли вы куда-то в сторону. С грунтом на участке, можно сказать, мне повезло. Практически не попадались больших корней, мелкие корни бывали, конечно, рубили их топориком. Но не было особого какого-то строительного мусора. Было несколько прожилок ракушняка, их приходилось выдалбливать ломом. Это, судя по всему, бывшие владельцы поднимали уровень земли, привозили чернозем, и в нем, скорее всего, попадался какой-то строительный мусор. Но в целом копалось легко. Также фундамент фундаментом, но заранее можно уже посадить несколько деревьев, пусть растут, для того, чтобы не вселяться в полностью голый участок с домом, а для того, чтобы уже росла какая-то растительность и радовала глаз, а то и не только глаз, но и желудок. Посадили сливку, абрикосу, вишню и в конце участка персик. Пока что хватит, дальше будем думать, что еще посадить. А траншея тем временем вырыта, и в следующем видео будем подсчитывать нужное количество арматуры для моего фундамента. А заодно и вам расскажу формулу расчета количества арматуры для ленточного фундамента, чтобы вы могли примерно прикинуть стоимость металлокаркаса для вашего фундамента. Спасибо за просмотр, до скорых встреч!